Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и сейчас самое время, чтобы узнать, в каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году и какие события, соответственно, будут происходить в вашей жизни в 2025. В этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих козерогов. Друзья, это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Но прежде чем мы приступим с вами непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог, и положение планет в гороскопе, которое я рассматриваю, полностью соответствует положению планет на небе, если вы посмотрите в телескоп. Разбор гороскопа делается у нас именно для восходящих знаков, потому что именно так мы с вами устанавливаем факт того либо иного события в нашей жизни. То есть мы смотрим прогноз не для солнечных, не для лунных знаков. Мы смотрим прогноз именно для восходящих знаков, если, конечно же, вы хотите получить максимально правдоподобный прогноз. На канале у меня есть инструкция, как же построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, либо асцендент, как мы его называем другими словами. Ссылка на это видео с инструкцией будет размещена в описании под этим видео. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, и постройте свои гороскопы. Есть еще один момент. Прогноз на год в этом видео я буду делать по технике транзитов планет. То есть планеты на небе у нас с вами постоянно двигаются, перемещаются в новые сектора гороскопа, в новые знаки зодиака. И, соответственно, вот по их движению мы с вами будем делать определенные выводы и устанавливать тот самый событийный ряд, который будет в вашей жизни. Итак, план видео у нас следующий. Сначала мы с вами рассмотрим транзиты наших самых больших планет, наиболее влиятельных планет. Это транзит Сатурна, Юпитера, Раху, Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И как раз-таки они все практически одновременно в 2025 году будут менять свои знаки зодиака. Ну и, соответственно, в вашу жизнь дадут новый событийный ряд. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда у нас будут ретроградными. То есть, что от них стоит ожидать, что это за периоды и, соответственно, какие уроки они хотят вам преподать. Затем мы с вами обсудим коридоры затмений. То есть это такие специальные периоды тоже в году, когда надо быть максимально аккуратными, максимально осторожными. Ну и затем напоследок, конечно же, сделаем обзор с ключевыми датами по каждой сфере жизни, то есть карьера, финансы, личная жизнь, здоровье. И посмотрим такие более мелкие периоды, все-таки когда стоит и соломки подстелить по этим сферам жизни, а когда все-таки надо проявить себя во всей красе, по максимуму напрячься, чтобы получить самые лучшие и благоприятные результаты. Ну что, давайте мы с вами приступим к разбору. Восходящие козероги. И, соответственно, у нас появляется отображение вашего гороскопа вот с положением вот этих медленных планет. И сейчас по порядочку будем с вами их расшифровывать. Начнем, конечно же, мы с анализа Сатурна. На протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн находится у вас во втором доме гороскопа. Поэтому часть трактовок уже могла проиграться в 2024 году, часть трактовок еще проиграется в первом квартале 2025 года. Второй дом – это, конечно же, ресурсы человека, причем как материальные, так и нематериальные, которые влияют на жизнедеятельность человека. И в первую очередь Сатурн, конечно же, затронет сферу ваших денег и ваших финансов. Вы можете быть сильно озабочены своим именно материальным положением. И не исключено, что вам также придется приложить много усилий, чтобы либо накопить, либо отложить свои честно заработанные денежки. Но в вашем случае должна быть на самом деле выработана четкая стратегия, то есть финансовый план, бизнес-план, согласно которого вы будете зарабатывать. И могут быть такие ситуации, когда вы испытываете какие-то ограничения в процессе получения этих денег. Либо денег становится как-то меньше, чем вы рассчитываете и получаете, да, либо вы, опять же, получаете меньше, чем того заслуживаете. Могут быть какие-то вот трудности, и вам придется продумывать
разрабатывать новые схемы, новые ходы, методы для того, чтобы вот как минимум забрать свое. У кого-то это также может проиграться как уменьшение заработной платы, либо уменьшение возможностей по дополнительному заработку, да. И кто-то из вас вполне может взвалить на себя выполнение большего объема работы, взять на себя больше обязанностей, но работа это может быть связана в том числе и с исполнением менее квалифицированного и престижного труда, скажем так. И работать вы будете как бы, ну, за те же деньги, по сути, без повышения зарплаты. Поэтому вам все-таки очень важно научиться вот какой-то финансовой грамотности, правильному распоряжению деньгами, ресурсами своими. То есть у кого-то из вас даже может быть включен жесткий режим экономии. И вот в идеале вам тоже следует завести какие-то таблицы, учетные программы, которые будут позволять вам вести качественно бухгалтерию, причем как профессиональную, так и бытовую, учитывая вот каждый и приход денег, и расход, чтобы дебет с кредитом сходился, да, и вы как бы более качественно могли планировать наперед все свои траты и все свои заработки. Хотя у кого-то могут появиться на самом деле и новые источники дохода, которые в том числе могут приносить доход именно в долгосрочной перспективе. Или кто-то из вас может инвестировать, например, в какие-то проекты, либо положить деньги под проценты в банк и так далее, да. И если вот в 2024 году, например, вы еще никуда не вложились, там, ну, как вариант, в землю, в недвижимость, там, автомобили, какие-то в покупку крупных предметов там, роскоши и так далее, тогда у вас еще есть все шансы, чтобы сделать это в первом квартале 2025 года. И второй дом — это также у нас про нематериальные ресурсы, то есть это ваша энергия, время, силы. И по-хорошему вот здесь вам тоже надо навести порядок, правильно распределить, на какие дела и сколько энергии вы тратите. Завести ежедневник, Google календарь, да, согласно которого вы будете жить, скажем так, по расписанию, иначе все-таки вот в ваших делах будет твориться некий хаос, и вы вот просто с головой погрязнете либо в работе, либо в каком-то там режиме многозадачности, что вследствие тоже приведет вас либо к усталости, либо к выгоранию. Хотя можно даже сказать, что и так вот ваше моральное состояние на протяжении этого времени может быть немножко тяжелым. То есть может появляться какая-то апатия там, к жизни, к работе, к близким людям. Да? То есть имеется такое ощущение тяжелого груза на душе. И кто-то может даже возложить на свои плечи там, ответственность, например, за свою семью, за своих близких. И вот это ощущение долга, оно будет вас как будто угнетать. Кто-то может, например, начать реже как-то общаться со своей семьей, меньше времени им уделять. То есть произойдет даже какое-то такое вынужденное расставание. У кого-то из вас, например, могут подниматься вопросы касательно наследства, либо каких-то иных социальных и страховых выплат, либо у вас может появиться какой-то страх, что вот в определенные моменты своей жизни вы можете, например, остаться как-то без денег, без работы, без опоры под ногами. Но помните, что это всего лишь страхи, в которые на самом деле вам надо идти и проработать. И также при таком положении Сатурна доходы ваших партнеров, либо ваших супругов, они могут каким-то образом немножко уменьшиться, либо с семьей вашего партнера могут возникать какие-то недопонимания, там, трудности в отношениях, и вы, скажем так, можете даже в какой-то степени ограничить вот это общение с ними. И в целом стоит отметить, что вам придется пересмотреть свое поведение со своими там друзьями, с единомышленниками, с аудиторией, либо с какими-то влиятельными людьми, навести порядок вот в этих контактах, в этих связях. То есть в этот период не должно присутствовать какого-то поверхностного общения, все общение только по существу, по делу, ну, либо по праздникам, да. И обязательно фильтруйте вот ту информацию, которая от вас исходит. И вот с кем-то даже из своих друзей, либо это еще касается и братьев, и сестер, вы тоже можете в этот период общаться меньше, может присутствовать какая-то дистанция, либо холод в ваших отношениях. Но с другой стороны, у вас есть все шансы, чтобы выстроить в своем окружении общение только с качественными, надежными, проверенными людьми, обрести вот этих надежных, влиятельных людей,
да, которые вот в том числе помогут вам и с вашими заработками, с ведением предпринимательской деятельности, вашей работе, если для вас это, конечно же, актуально. И еще добавлю, что в этот период вам очень актуально поработать над своим питанием, над своим образом жизни, над своим иммунитетом, потому что на самом деле могут возникать вот какие-то проблемы либо с зубами, либо желудочно-кишечным трактом, либо могут вот просто присутствовать частые простудные заболевания. А затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн будет находиться в вашем третьем доме гороскопа. И он опять же здесь как бы подхватывает эту эстафету и указывает, что вам необходимо пересмотреть круг своих контактов, расчистить, скажем так, пространство вокруг себя, и он заставляет все-таки более серьезно относиться к окружающим и к выстраиванию с ними отношений, причем долгосрочных отношений. То есть Сатурн, он предпочитает все-таки качество количеству. И вот на протяжении этого транзита вы можете контактировать на самом деле только с ограниченным числом людей, с которыми вас связывает либо какая-то необходимость, либо долг, либо ну, сугубо рабочие отношения. То есть это не про то, что там давай поболтаем обо всем и ни о чем, как у тебя дела, что нового и так далее. То есть только конкретика, направленная на конечный результат и пользу для всех. То есть здесь нет места как бы веселым встречам с друзьями, либо вот этих встреч будет очень-очень мало, либо такие мероприятия на самом деле могут происходить достаточно редко, из серии там один раз в несколько месяцев или пару раз в год. И вот в компании, в общении с другими людьми вы можете быть, скажем, настолько отстраненными, то есть чересчур серьезными, и будете стараться даже не вступать в какие-то вот просто посторонние либо поверхностные разговоры. То есть меньше слов и больше дела. Вот это, по сути, ваш девиз на ближайший год. И также Сатурн указывает, что у вас могут быть, опять же, напряженные отношения с вашими братьями или сестрами, либо вот вы станете, либо продолжите с ними как-то меньше общаться по каким-то причинам, либо кто-то из ваших братьев и сестер может даже заболеть, попасть в какую-то неприятную финансовую ситуацию, либо вы, например, будете помогать им своим советом, либо, опять же, финансово, инвестировать в какие-то их проекты, либо просто, ну, их надо будет поддержать в какой-то ситуации, одолжить им деньги и так далее. И это на самом деле прекрасное время, чтобы окончательно навести порядок в своем окружении. Кто-то из вас может пересмотреть круг своего общения, круг своих контактов, то есть почистить и убрать из своей жизни вот прям бесперспективных и ненужных людей. Но есть и другая сторона медали. В вашей жизни в этот период могут появиться новые люди, новые партнеры, клиенты, либо ученики. И, возможно, в вашей жизни тоже объявятся какие-то старые друзья, друзья из детства, со школы, с университета, с которыми вы достаточно давно не общались, но сейчас вот как бы вы можете тоже возобновить с ними общение, либо, опять же, им понадобится какая-то ваша помощь. Не исключено, что даже, может, и финансовое. Такое положение Сатурна также указывает, что вы можете углубляться в изучение какого-то нового для себя предмета, как-то более активно развивать свое хобби и даже проходить вот обучение для того, чтобы усовершенствовать новые навыки. Либо это будет обучение из серии вот как повышение квалификации, либо кто-то может поступить в университет. Причем это будет не просто ради галочки. То есть на самом деле вот эти знания, эти навыки вы в последующем можете использовать даже как-то на практике, в своей работе, либо монетизировать им каким-то образом, да. И ваши увлечения на самом деле перерастают в профессиональные обязательства. Однако при этом Сатурн, он все-таки может давать какие-то затруднения в учебном процессе. Материал усваивается, например, не с первого раза, либо вам надо сделать несколько подходов для того, чтобы усвоить этот материал, запомнить эту информацию, отточить этот навык. Но Сатурн — это все-таки планета дисциплины, ответственности, планета наших усилий. Поэтому, чтобы освоить материал, вам действительно придется с головой
скажем так, погрузиться в этот учебный процесс и как бы изучать материал основательно. И, возможно, даже кто-то из вас захочет написать какое-то свое методическое пособие, либо научное издание, книгу, гайд, чек-лист. Но за счет того, что все-таки свое влияние оказывает Сатурн, то процесс вот написания, опять же, этих работ может продвигаться достаточно медленно. Зато изложенный материал будет вот просто без воды, все будет изложено на высшем уровне, ваши мысли будут кратко и по делу изложены, будет прописана основная суть и так далее. Либо вы можете организовать вот какой-то профессиональный клуб по интересам, провести какой-то тренинг, мастер-класс, выступить на конференции, на каком-то другом мероприятии, где опять же собираются ваши единомышленники. И этот период, он также хорош, чтобы проявить себя в каком-то ручном труде. Например, вот кто-то из вас может, например, изготавливать какие-то вещи своими руками, мастерить, шить, что-то чинить и так далее. Причем это будет не просто на каком-то потоке, а это будет именно кропотливая ручная работа, где надо посидеть, там, каждую деталь учесть и так далее. И вот через умение обращать внимание на детали, доводить их до совершенства, вы получите действительно хорошие результаты и плоды своего творчества. И вот на своем хобби вы также можете заработать. Плюс третий дом — это у нас еще про сервис, про оказание услуг, ремонт, дизайн, какое-то обслуживание и так далее. То есть любые услуги, которые оказываются вашими руками. Но опять же, как управитель второго дома, все-таки Сатурн может указывать с одной стороны, что деньги достаются вам с каким-то большим трудом, а именно вот сколько поработали, да, столько и заработали. Сколько сил и времени потратили, опять же, столько и заработали по итогу. То есть вот финансовая компенсация, она на самом деле идет пропорционально вашему труду и вашим затратам. Но с другой стороны, все-таки Сатурн указывает, что результаты своего вот творчества, хобби, писательства, консультирования вы действительно можете как-то монетизировать. Я не могу утверждать, что вот это прям будет приносить вам очень много денег, но и опять же компенсация, как мы говорили, будет пропорциональна вашим затратам. Но в целом, даже если так подумать, если вы правильно организуете пространство вокруг себя, чтобы никто вам не мешал, не отвлекал, будете активно сосредоточены на своих заработках, тогда у вас на самом деле все получится. И порядок вам надо навести не только в каких-то делах, контактах, но и также вот в вещах, которые у вас есть, которые вас окружают. То есть, например, избавиться от хлама вокруг себя, распродать какие-то ненужные вещи, отдать их на благотворительность и так далее. То есть важно, чтобы вам вообще никто и ничто не мешало, да, зарабатывать деньги, если стоит такая цель. И вот в зависимости от того, насколько качественно действительно будут настроены вокруг вас все вот эти процессы, насколько качественно вы будете там презентовать себя, показывать результаты своего труда, то, соответственно, и уровень вашего дохода тоже будет вот так вот увеличиваться. И важно все-таки грамотно упаковать свой продукт, свою экспертность, доносить нужные смыслы и преимущества работы с вами, либо ваших товаров. И еще одна важная идея такого положения заключается в том, что деньги должны работать. То есть они должны постоянно находиться в движении, собственно, как и вы. То есть вложили, приумножили, купили товар, распродали с наценкой, вложились в материалы и какие-то там инструменты, что-то создали, продали, заработали, да, либо вот опять же прошли какой-то новый курс, мастер-класс, там получили новые знания, применили активно в работе, там, своей консультации, на этом тоже заработали. То есть надеюсь, что вот этот круговорот в целом вам понятен. А также перед кем-то из вас будет стоять задача по оформлению документов. То есть документы эти на самом деле могут быть разные. Кто-то будет оформлять визы, кто-то будет подписывать там договоры о сотрудничестве, кто-то будет подписывать там договора о купле-продаже, например. И здесь также стоит подчеркнуть, что вот процесс подписания и оформления вот этих документов может быть
каким-то образом затянут, будут возникать вот какие-то препятствия, но это лишь для того, чтобы действительно сделать все правильно, согласно букве закона, ну, либо потому что очереди все-таки большие. И, возможно, вам придется даже доносить какие-то документы, доносить какие-то справки, либо вы можете очень долго готовить какой-то пакет документов, либо, опять же, вот его будут как-то долго принимать. Да, и также вот вы можете решать какие-то иные юридические вопросы с органами власти. В этот период также будет актуальна тема отца. Могут возникнуть какие-то вот проблемы либо с его здоровьем и понадобится ваша помощь, либо еще по каким-то причинам. Отношения с начальником, руководителем могут стать более отстраненными, либо какими-то натянутыми, либо вот вы будете меньше общаться, либо опять же общаться только по существу, по каким-то рабочим вопросам и так далее. Хотя бы даже не исключено, что кто-то из вас может официально зарегистрировать какой-то свой проект, свой бизнес, там, свое детище и заниматься его развитием. Кто планирует беременность или кто планирует стать там бабушкой, дедушкой, конечно же, у вас есть все шансы. Либо вот, скажем так, во втором квартале 2025 года, либо следующий такой коридор будет уже в четвертом квартале 2025 года. И также в эти периоды вы можете больше времени уделять своим детям, помогать им вот в каких-то их проектах, организовывать их распорядок дня, записывать, например, на какие-то секции, соревнования и так далее. И, конечно, вот в вашей жизни также возможны поездки, причем как краткосрочные, в соседние города, например, по каким-то делам, типа в командировку, так и на более длительное время пребывания, на более длительное расстояние, как, например, путешествие в какую-то другую страну. Хотя на самом деле кто-то из вас может заключить партнерство с какой-то международной компанией, либо как вариант может работать через интернет, онлайн с какими-то иностранцами. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. А сейчас мы с вами поговорим про планету Юпитер, планету, символизирующую удачу, рост, расширение, благосостояние. И Юпитер находится в пятом доме вашего гороскопа до 14 мая 2025 года. В первую очередь такое положение, опять же, способствует развитию какого-то своего собственного проекта, созданию своего детища. Это идеальное время, чтобы вот не просто творить, а в том числе заявить о себе, как-то блистать, демонстрировать свои таланты, свои достижения, завоевывать признание. Кто-то из вас может написать свою песню, либо какое-то литературное произведение. Кто-то из вас может создать свой обучающий курс, либо как эксперт будет передавать свои знания другим людям. И если раньше вы, например, откладывали какие-то свои идеи на потом, то теперь вот это потом, по сути, пришло. И также этот период обещает вам получение какого-то образования. Если вы только поступаете в ВУЗ, то, конечно, вы поступите. Если вы заканчиваете какое-то обучение, то, естественно, вы получите финальный диплом о прохождении вот этого обучения. Но и также вы можете для себя приобретать какое-то обучение у более профессиональных экспертов для того, чтобы, опять же, улучшить какие-то свои навыки, детальнее разобраться в какой-то теме, чтобы в последующем, как мы и говорили, вот эти приобретенные навыки монетизировать и использовать в своей профессиональной деятельности. Либо кто-то из вас может заниматься самообразованием. Но однозначно в вашей жизни действительно могут появиться какие-то новые учителя, наставники, советники, более экспертные люди, которые готовы поделиться с вами своим опытом, своим мировоззрением, своими ценностями. То есть этот период хорош особенно для интеллектуального развития. И вы можете посещать, как мы и говорили, какие-то мастер-классы, клубы по интересам, где вы будете обмениваться опытом, своими наблюдениями, своими мыслями там, с командой единомышленников и теми, кому эта тема также интересна, как и вам. Также пятый дом — это сфера романтики, наслаждений.
Кто-то в этот период может проявить инициативу и как-то более активно завоевывать объект своего обожания. Кто-то может влюбиться, уйти с головой в развитие вот этих новых отношений. Но это актуально, по сути, до апреля 2025 года. Потом у вас подключится Сатурн, и вы начнете уже взвешивать, а нужны ли вам вот эти мероприятия, и надо ли вам вообще таким образом тратить свое время, а вообще стоит ли игра свеч? Либо своим романтическим встречам вы придадите, скажем так, более серьезный характер. Из серии встречаться и общаться вы будете только с теми, с кем действительно в перспективе можно построить либо семью, либо заключить какое-то выгодное бизнес-партнерство. Аналогично это касается и другого времяпровождения. То есть вот кино, рестораны, театры, увеселительные заведения, встречи с друзьями и так далее, все это тоже актуально вот в полной мере только до апреля 2025 года. И как мы с вами говорили, пятый дом — это дом наших детей. С одной стороны, вам захочется как бы больше времени уделять своим детям, их воспитанию. Возможно, вы даже пересмотрите методы своего воспитания. То есть, ну, каким-то образом измените свои взгляды и на жизнь ребенка, и на стратегию его развития. Но также может присутствовать такое ощущение, что дети мешают вашей реализации, потому что они на самом деле требуют много как бы вашего внимания, времени, а у вас вот ресурс все-таки ограничен, в сутках у нас только 24 часа, и поэтому даже кто-то из вас может установить такой график общения, либо придать отношениям с детьми некую форму, ну, в виде каких-то обязательств. Но если у вас нет детей, то, собственно, как мы с вами и говорили, в первом квартале 2025 года у вас есть все шансы, чтобы забеременеть, ну, либо у кого-то уже родить ребенка, да. Также в этот период могут происходить какие-то заграничные поездки, путешествия, в том числе и с образовательной целью, когда у вас появляется возможность немножко по-другому посмотреть на какую-то ситуацию, либо перенять чужой опыт для решения каких-то вопросов. У кого-то из вас могут подниматься, опять же, вопросы по теме отца, у кого-то по теме власти и законодательства, да, то есть у кого-то также могут подниматься вопросы в отношениях с руководством на работе, будете что-то выяснять, что-то делать совместно. То есть вот по сути все то, что мы обсуждали выше, оно будет проигрываться. И опять же, вот во всех своих делах, вопросах вам надо навести полный порядок и организовать все процессы и как бы вот эти взаимоотношения, то есть расставить все точки над и при необходимости даже распрощаться с какими-то людьми, из своей жизни, да. И, например, вот если вы даже оформляете что-то, регистрируете какие-то документы, тоже все надо идеально довести до конкретного результата. И первое полугодие — это на самом деле хороший период, чтобы как-то идти в масштаб, демонстрировать свою экспертность, заявлять о себе как о профессионале, работать вот над личным брендом, над собственным позиционированием, прописывать свои планы, смыслы, формировать такой экспертный образ. И кто-то вот из вас может более усиленно развивать свои таланты, хобби, показывать всем результаты своего труда. В этот период вы также можете формировать большие амбициозные планы, цели на свою жизнь, как вы в дальнейшем будете проявляться. Вы можете познакомиться даже с какими-то вот влиятельными, авторитетными людьми, которые могут оказать вам некую поддержку, поддержать советом. Но помните, что опять же вот свою речь надо фильтровать, и ваши результаты, они полностью зависят от вашего труда и от того, сколько вы вот в эту деятельность вложите. Хотя вот я даже и не исключаю, что заработок, как и основной, так и дополнительный, в этот период в том числе может приходить от иностранных клиентов, от иностранных партнеров, ну, либо в целом у кого-то он опять же будет приходить просто из-за границы. А вот затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и потом с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в вашем шестом доме гороскопа. Шестой дом известен по сути как дом рутинного труда и возложит на вас груз вот этих обязательств, причем везде, и на работе, и в повседневной жизни.
задач и вопросов будет, столько, что не продохнуть. И Юпитер у нас все-таки планета позитивная. Значит, вы будете каким-то образом даже получать удовольствие от того, что вы можете применить себя вот в этом большом многообразии дел и задач. И это, опять же, указание на многозадачность, о которой вот мы говорили, и вам придется наводить порядок, правильно организовывать свое пространство. Иначе поток дел, он просто будет нескончаем. Но он также может проявиться по теме, скажем так, шестой дом — это долги, враги, болезни, да, и, собственно, они могут вас атаковать. То есть враги, они могут быть как буквальными, например, кто-то вам завидует, кто-то с вами конкурирует, кто-то хочет создать вам проблемы, плетет интриги, устраивает там, например, шпионаж, чтобы разузнать какую-то тайну, например. Либо вот эта вражда может идти с какими-то бюрократическими системами по оформлению каких-то документов. Либо эта вражда может идти там с сервисными какими-то службами, которые вот не всегда тоже качественно хотят выполнять свои обязательства. Либо, опять же, вам придется что-то чинить, во что-то вникать. Либо это может в том числе проиграться в каких-то рабочих процессах, когда вы учите своих сотрудников, например, как надо правильно работать, либо вот вы выясняете с кем-то отношения на работе, там, ругаетесь со своими коллегами, либо вы можете быть втянуты даже в какие-то судебные разборки. У каждого будет свой вариант. Плюс шестой дом — это еще про служение другим людям. Поэтому вы также можете оказывать какую-то поддержку, помогать другим людям в каких-то и бытовых вопросах, или по хозяйству, или там займетесь благотворительностью, как-то финансово можете им помогать. И как мы говорили, вы можете враждовать со своими братьями и сестрами, там, друзьями, сверстниками, одноклассниками. И вот по сути, вот по Сатурну, да, вы можете с ними либо прекратить общение, прекратить отношения, либо в этот период им прям очень сильно понадобится какая-то ваша помощь. Но, скорее всего, вы в этих ситуациях проявите безотказность и вот тоже с головой пойдете решать эти вопросы, из-за чего сами можете стать даже жертвой какой-то ситуации. И вас просто могут использовать в своих интересах, причем самым наглым и нахальным образом. Но надо понимать, что все-таки для всех мил не будешь. И вот действуя в угоду другим, вы можете заработать по итогу какое-то нервное напряжение, стресс, да. Зато стоит отметить, что этот период, он все-таки очень хорош, чтобы добиваться успеха именно через собственный труд, через свое упорство. И как мы с вами уже обсуждали, вы действительно можете превратить какое-то свое хобби в значимое дело, отточить свои навыки до какого-то профессионального уровня, монетизировать свою деятельность и превратить ее даже в основной вид заработка. И все-таки в этот период лучше сосредотачивайтесь на таких делах. Плюс Юпитер аспектирует 10-й дом гороскопа. Поэтому те рабочие обязательства, которые вы будете возлагать себе на плечи, это по сути все для того, чтобы достичь высокого статуса и авторитета среди своих коллег в своей профессиональной деятельности. То есть вам на самом деле будет очень сильно хотеться улучшить свою репутацию, иметь как-то больше влияния в профессиональной деятельности, быть наставником, руководителем с большой буквы, суперклассным экспертом и так далее. Но на самом деле будут даже такие моменты, когда вам просто захочется убежать от реальности. Либо это будет какая-то вынужденная изоляция, например, вот вследствие стресса, либо тех проблем, которые вы будете решать, либо проблем со здоровьем. То есть напряжение растет. Расслабляться в этот период, в ближайшем году вам становится все сложнее. И даже засыпать вы можете с каким-то перечнем дел и обязанностей в голове, которые вам надо идти и выполнять. И вот эта хроническая усталость, естественно, все понимают, до добра не доведет. И в определенный момент вам все захочется послать на все 4 стороны. Но надо понимать, что по сути вы сами себя грузите вот этой работкой в попытке даже убежать от каких-то, возможно, личных проблем и личных переживаний. И вот сейчас вспоминаем все вышесказанное видео, и вот как раз-таки, может быть, уже настало время, чтобы во всех своих делах заблаговременно навести порядок, а не когда петух клюнет. И также Юпитер аспектирует 2-й дом вашего гороскопа,
это про нашу кубышку, деньги, которые можно заработать и отложить. И он нам подтверждает, что ваш труд, ваши усилия, они действительно не пройдут зря. И возможности для заработка, для накоплений, для каких-то даже сверхтрат, приобретения чего-то крупного и дорогостоящего у вас все-таки будут. У кого-то могут появиться даже дополнительные источники заработка. У кого-то наоборот, это будут даже сверхтраты какие-то. Но опять же, у кого-то для удовольствия, а у кого-то на здоровье и лечение. Либо вы в долг кому-то будете давать. Поэтому я вам еще раз напоминаю, что во всем у вас должна быть структура, порядок и в финансах, и в отношениях, и в том, как вы расходуете свои силы, свою энергию. То есть вот прям везде. Все должно быть подконтрольно. И давайте еще обсудим вот такой период, когда Юпитер перейдет в знак зодиака Рак. Это произойдет с 18 октября по 5 декабря 2025 года. Юпитер будет находиться в седьмом доме вашего гороскопа. Это сфера партнерства, новых контактов. Контакты эти могут носить как профессиональный характер, так и личный, да. И это очень хорошее время, чтобы знакомиться с новыми людьми, вступать с ними в какие-то отношения. У кого-то это проиграется как новая команда, новый коллектив, с которым вы пойдете в масштаб, например, чтобы развивать свой проект. У кого-то в этот период вырастет аудитория, количество подписчиков, поклонников, клиентов. Если вы что-то, например, продаете, либо оказываете какие-то услуги, просто ловите момент, да, чтобы по максимуму проявить себя вот в этот период, ну и, соответственно, заработать. То есть вот контракты, сделки, они в этот период могут действительно заключаться более активно и в большем объеме. И вы начнете больше коммуницировать с разного рода людьми. Кто-то будет общаться больше с иностранными клиентами, кто-то будет общаться посредством там онлайн, либо каких-то иных информационных технологий. Вы можете более активно проявляться в медиапространстве, если это будет для вас актуально. Если вы развиваетесь как эксперт в какой-то области, вы действительно можете смело предпринимать шаги, чтобы пойти в масштаб, там, например, запускать рекламную кампанию, более как-то активно демонстрировать свои профессиональные навыки, развивать свой личный бренд. Кто-то поработает над своим имиджем, над своим стилем, чтобы, опять же, производить правильное впечатление на окружающих, на аудиторию. Кто-то будет работать над смыслами и идеями, которые он хочет донести в массы. То есть вот в этот период действительно надо показать себя во всей красе, а не прятать свои таланты в дальний шкаф. И как вариант, кто-то из вас в этот период действительно может посетить какие-то дополнительно мастер-классы, либо самостоятельно организовать клуб по интересам, где вот будет возможность обмениваться своими знаниями, мыслями, навыками, и причем и со своими коллегами, и вот, ну, в целом там с аудиторией, с единомышленниками. Кто-то может даже записать какие-то обучающие материалы, выпустить книгу, либо ну, какое-то литературное произведение, то, что написано, там гайды, чек-листы и так далее. И если вы на самом деле не сделаете это все вот в этот маленький промежуток времени, конечно же, у вас еще будут шансы в 2026-2027 годах, но мы как бы обсудим это позже. Но, по сути, для самых быстрых и смелых шанс выпадает уже осенью 2025 года. И также в жизни ваших братьев и сестер, либо друзей могут происходить какие-то вот важные события в этот период, и они будут иметь уже более благоприятный характер, чем ранее. То есть произойдут какие-то хорошие события, и вы можете получить хорошие новости. Ну и, конечно, вот в этот период ваша личная жизнь, она в том числе процветает. Если вы холосты, тогда у вас есть все шансы, чтобы встретить свою вторую половинку и вступить в какие-то серьезные отношения. А вот если вы уже в браке, тогда в жизни вашего партнера тоже произойдут важные события, причем, возможно, даже благоприятные, потому что в целом в этот период ваша личная жизнь, она процветает.
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте поговорим с вами о положении Раху и Кету. Это наши с вами кармические точки, которые также оказывают сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И до 29 мая 2025 года Раху будет находиться в третьем доме вашего гороскопа, а Кету в девятом доме гороскопа. Я всегда начинаю разбор с обсуждения именно кету, потому что это та сфера, в которой нам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие своей кармической задачи, скажем так, по раху. И вот опять же, могут подниматься вопросы касательно вашего отца, да? То есть у кого-то из вас отец может нарваться на каких-то мошенников, а у кого-то будет решать вопросы как-то законодательства. У кого-то отец, например, заболеет. Либо диагностировать вот эту болезнь будет сложно. У кого-то будут подниматься вопросы по переоформлению документов. Ну, например, если вы работали с отцом вместе, а ваш отец решил отойти от дел, и вот как результат все его обязанности лягут на ваши плечи. Также и у вас могут подниматься какие-то вопросы и с властью, и с государством, либо с какими-то, опять же, влиятельными, авторитетными людьми, там, начальством и так далее. Когда вот по факту вам обещают одно, а на самом деле получается что-то другое. Либо будут какие-то задержки в оформлении, переоформлении, например, ВНЖ, виз, легализации. Девятый дом — это также про наших учителей, наставников, руководителей, да, и могут возникать, соответственно, проблемы в общении с этими людьми. Возможно, кого-то из них вам придется вычеркнуть из своей жизни и попрощаться с ними, потому что, ваши дороги разойдутся. И также будьте предельно аккуратны в своих поездках, путешествиях, либо когда вы пытаетесь оформить какие-то вот документы, доверяйте только проверенным людям и остерегайтесь шарлатанов, которые действительно могут добавить вам каких-то лишних проблем, причем проблем с законом. А по Раху в третьем доме можно сказать, что вообще сфера коммуникаций выходит на первый план. И вам надо научиться выстраивать правильно свои отношения с другими людьми. Вам, возможно, захочется иметь больше контактов. Но мы с вами помним, что Сатурн, по сути, будет всех фильтровать и проверять на прочность, на качество. Да, знакомств как бы может быть много в этот период, причем это будут разные знакомства, это могут быть сотрудничества с иностранцами, но насколько они будут надежные, долгосрочные, конечно же, тоже покажет нам Сатурн. Кто-то из вас до этого вел активно социальные сети, либо, по крайней мере, вам хотелось в них более активно проявляться, и вот такие шансы у вас еще есть до апреля 2025 года. Потом придет Сатурн и придется все переделывать. Точнее, подходить вот к этой деятельности с полной ответственностью, планом и конкретными шагами, там, стратегией. Даже можно сказать, что вам придется составить вот прям долгосрочный контент-план. И опять же, кто-то может продумывать создание какого-то своего продукта, тренингов, либо иных мероприятий, где вы собираетесь со своими единомышленниками и последователями. Кто-то будет активнее заниматься своим хобби. То есть вот видите, опять же, у нас очень много указаний в прогнозе по разным планетам, которые бьют в одну цель прям. И вот в целом стоит отметить, что до апреля 2025 года у вас есть все шансы, чтобы знакомиться с новыми людьми, расширять круг контактов, который после апреля 2025 года вы уже начнете, скажем так, профессионально чистить.
И можете подбирать вот себе каких-то новых партнеров, присматриваться, предварительно договариваться, там, вести переговоры об условиях сотрудничества. Но и партнеров вы можете даже менять как перчатки, то есть кому как удобнее. Но вот после апреля вам все-таки придется немножко остепениться, и в целом вы можете совершать вот в этот период еще много суетных действий, чтобы выйти, скажем так, в плюс, показать достойный финансовый результат своего труда, вот заработать сверх. Ну, по крайней мере, такие планы и амбиции сейчас существуют. И еще добавлю, что все-таки аспект раху на седьмой дом тоже дает вам много иностранных клиентов. Вы даже можете подписать какое-то международное сотрудничество. И также кто-то из вас может устраивать свою личную жизнь с иностранцем. Но если вы находитесь в браке, то вам захочется каких-то новых приключений, которые впоследствии могут привести вас к проблемам в личной жизни. Поэтому тут, опять же, смотрите аккуратно, не навредите себе, если дорожите своими отношениями, потому что Сатурн потом расставит все точки над «и». А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху будет находиться во втором доме вашего гороскопа, а Кету будет находиться в восьмом доме вашего гороскопа. И получается, что в какой-то степени вот Кету отрезает от вас чужие денежки, чужой ресурс. Окей, предположим, если вы даже находились у кого-то на содержании, то есть тогда получается, что вот источник этого содержания может резко куда-то улетучиться. Ну, например, там родственники будут отказывать вам в какой-то материальной помощи, либо супруга начнут меньше зарабатывать, уйдут в декрет, например, и так далее. Либо, если вы активно работаете с клиентами, то вот с их стороны платежи в ваш адрес могут поступать меньше. То есть вот опять же здесь подтверждается, что сколько поработал, столько и заработал. То есть ни больше, ни меньше. Все, о чем мы говорили ранее. И мы с вами также говорили, что могут появляться вот какие-то такие периоды, когда захочется ну просто на все махнуть рукой, послать все к чертям. Так вот, вот эти моменты не исключено, что вы в том числе будете погружаться в какие-то даже психологические, эзотерические направления, чтобы как-то, ну, подумать над своей жизнью, над смыслом жизни, использовать вот как-то эти инструменты, да, для поиска ответов на свои вопросы, на свои глубинные вопросы. Кто-то даже из вас может сходить на консультацию к психологу, к астрологу, заручиться поддержкой. Но опять же, вам все-таки очень важно разобраться в себе, в своих смыслах. Хотя не исключено, что кто-то из вас даже может начать монетизировать эти знания и проводить консультации вот по эзотерическим, исследовательским каким-то темам. Может, у кого-то это просто станет вашим хобби. А вот по Раху ваша задача и точка роста лежит, опять же, в сфере второго дома. То есть это, опять же, тема вашего личного заработка. Кто-то может поменять работу, кто-то может устроиться на работу, если вы не работали. Кто-то будет заниматься своим личным бизнесом и проектом. Тем более, мы так много говорили, что у вас на самом деле есть все шансы, чтобы монетизировать свое хобби. Но вот как вариант, кто-то из вас будет, опять же, изучать инструменты пассивного заработка. На самом деле идей у вас может быть много, и везде вам захочется успеть, поэтому будет вот и присутствовать такой режим многозадачности, и вы, по сути, как белка в колесе, будете вот между этими задачами прыгать и метаться. И тут, опять же, вот вам важно научиться правильно распределять свое время, силы, энергию, навести порядок вокруг себя, потому что все-таки Раху дополнительно аспектирует шестой дом гороскопа и подтверждает нам, что вот этих рутинных, бытовых, рабочих дел в этот период может образовываться на самом деле очень и очень много, и вы вынуждены будете решать их, не поднимая головы. И возможен даже такой эффект, когда вы будете работать из-за себя, из-за того парня, если вы работаете в каком-то коллективе. И, конечно, вот Раху все-таки аспектирует 10-й дом гороскопа, значит, ваш статус однозначно поменяется. Он может поменяться, причем как в профессиональном плане, так и в социальном, да, и вот кто-то из вас, например, может вступить в новую должность, ну, а кто-то может жениться, разводиться, оформлять, опять же, вот гражданство, ВНЖ, каким-то образом легализовывать свой статус, оформлять, регистрировать фирму, либо это может быть статус родителя у вас и так далее. Возможно, абсолютно все.
Но давайте теперь перейдем с вами к рассмотрению ретроградности планет. То есть это у нас такие специальные периоды, когда планета замедляет, по сути, выполнение своих функций, выполнение своих обещаний, чтобы оглянуться назад, да, пересмотреть вот этот пройденный опыт и исправить ошибки, если они были допущены. То есть ретроградные планеты, они помогают нам, ну, точнее, намеренно возвращают нас в какие-то старые задачи, чтобы навести там порядок. И, соответственно, вот на слайде вы видите периоды ретроградности. Давайте в первую очередь посмотрим ретроградность Сатурна и Юпитера. То есть в эти даты будут тормозиться все те процессы по тем темам, которые мы с вами вот сейчас только что обсуждали в этом видео, да, когда составляли этот прогноз. Но между ними есть разница. То есть ретроградный Сатурн, он заставляет нас как бы переоценить наш бизнес-план, структуру, обязательства. Он заставляет посмотреть каким-то образом своим страхом в лицо, исправить то, что боялись, например, ранее сделать, да, либо сделать шаг туда, куда боялись его сделать. То есть это про рост, это про какую-то новую стратегию, другой взгляд на то, как вы достигаете своих целей. И также Сатурн учит нас быть терпеливыми, выносливыми, правильно давать вот эту оценку своему пути, своим ресурсам и времени и методам достижения поставленных целей. А Юпитер — это немножко другая энергия, то есть Юпитер, он как такой философ, задает вопросы более глобального характера касательно наших жизненных целей и приоритетов. Типа, зачем ты это делаешь, какие смыслы стоят за твоими действиями, куда ты вообще идешь и чем ты вообще руководствуешься, да? Также вы видите периоды ретроградности Марса, то есть мы его проживаем как раз-таки сейчас, а Марс — это планета активности, действий, достижений, и сейчас его вот энергия, она как бы гаснет, она замедляется. И тут все-таки важно пересмотреть тактику, именно тактику своих действий и понять, почему мы что-то делаем, почему мы делаем это именно таким образом, как это надо переделать, да, то есть изменить свою тактику действий. Также вы видите период ретроградности Венеры, а Венера — это планета любви, красоты, творчества, увлечений, наслаждений, и она заставляет подумать нас все-таки, какие ценности нам в первую очередь важны в отношениях с другими людьми, какие должны быть наши идеальные отношения. Это опять же время для исправления каких-то ошибок во взаимодействии с другими людьми, если вдруг остались незакрытые вопросы. И это тот самый популярный период, когда возвращаются все бывшие, опять же, для того, чтобы расставить все точки над «и». И у кого-то даже могут возникнуть, например, старые чувства. Но действительно, а нужны ли они вам? Либо эти отношения все-таки окончательно себя изжили. Этот период на самом деле не самый удачный для построения новых отношений, и они так же быстро закончатся, как и начались. А вот чтобы разобраться в себе, укрепить свои существующие отношения, это очень и очень хороший период. И также вы видите на слайде, когда у нас Меркурий будет ретроградным, то есть Меркурий — это самый известный герой ретроградности всея интернета, и он становится ретроградным 3 раза в год. Меркурий — это планета коммуникации, информации, каких-то информационных технологий, вот техники и всего прочего. И, соответственно, когда он становится ретроградным, могут возникать разного рода сбои, то есть письма теряются, техника выходит из строя, наши планы рушатся, люди друг друга не понимают, не слышат, поэтому очень важно в этот период все перепроверять просто по 10 раз, да, перепроверять все свои договоренности, уточнять, правильно ли друг друга поняли, услышали, перепроверять все документы, которые вы подписываете, которые вы оформляете, потому что ошибок может быть очень много. Также какие-то вот новые проекты не рекомендуется начинать в этот период, устраиваться на работу не рекомендуется в этот период, иначе ваше сотрудничество долго не продержится. Ну, а если кто-то планирует летать в отпуск, например, то, ну, будьте морально готовы к изменениям в расписании, что вам, например, сутки придется в каком-то аэропорту переночевать. Вот, но все-таки эту информацию я более детально буду рассматривать еще в видео с астропрогнозами на месяц, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не потерять эту полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем дальше и переходим к теме затмений.
Я думаю, тоже, кто астрологией интересуется, на просторах интернета вы уже слышали, как астрологи обычно страшат этими коридорами затмений, но на самом деле бояться их не стоит. Сейчас расскажу почему. Вообще, в 2025 году у нас с вами будет два коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений у нас ровненько 2 недели. И это своего рода, скажем так, проверка и экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь по жизни. И насколько качественно вы выполняете те задачи и идете в тот опыт, который мы с вами рассмотрели ранее в этом видео по Раху, Кету, Юпитеру и Сатурну. И вот, собственно, коридор затмений, он устраивает вам такую некую проверочку и смотрит, надо вас направлять на путь истины какими-то внешними обстоятельствами, либо не надо. Но вернемся к нашим затмениям. Весной коридор затмения открывает лунное затмение 14 марта и закрывает коридор солнечное затмение 29 марта. А осенний коридор открывает лунное затмение 7 сентября, завершает его солнечное затмение 21 сентября. Я на самом деле рекомендую пометить себе вот эти даты, потому что все-таки, ну да, ничего важного из серии там важных событий, важных покупок, важных каких-то поездок и так далее в этот период лучше не планировать. И возьмите еще дополнительно диапазон 3 дня до, 3 дня после, и в этот период старайтесь держать себя в руках и не поддаваться на провокации других людей и жизненных обстоятельств, если они будут иметь место в вашей жизни. Не поддавайтесь эмоциям. Так, теперь мы с вами переходим к разбору ключевых сфер жизни. Это личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы с вами посмотрим, в какие даты именно для вас есть тенденция и взлета, и благополучия, а в какие даты все-таки надо быть более аккуратными и стараться подстелить соломку. Я обращаю ваше внимание, что это все-таки общие тенденции, и у каждого из вас, конечно же, ситуация будет складываться по-разному. То есть кого-то ваш личный гороскоп защитит и ослабит вот эти влияния периодов, а кому-то, наоборот, подтвердит их неизбежность. Итак, личная жизнь, вы видите на слайде два блока. Один из них процветание, это такие у нас благоприятные периоды, когда вот в отношениях все идет гладко, благополучно, отношения радуют, либо происходят какие-то события там в жизни партнера, благоприятные события. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, конечно же, такие периоды дают возможность для каких-то новых знакомств, либо ваши отношения, если вы встречаетесь, могут перерасти во что-то более серьезное. Кто-то может сделать предложение, каким-то образом узаконить свои отношения в этот период, да, и однозначно это хорошие периоды для романтики, наслаждений, ну и в целом чего-то такого важного по теме личной жизни. А вот во втором блоке вы видите даты, когда может происходить даже, ну, разлука с партнером. Например, кто-то из вас там уедет в поездку, в командировку, ну, кто-то решит расстаться, например. У кого-то у кого-то в жизни супруга может произойти какая-то неприятная стрессовая ситуация, и в этот период на самом деле важно проявлять заботу, поддерживать своих близких, избегая конфликтов и провокаций внешних, если вы, конечно же, хотите сохранить вот эти отношения. Далее мы с вами переходим к теме здоровья. То есть вы опять же видите периоды, когда необходимо либо пройти обследование и проверить свой организм, либо этот период может указывать на снижение активности и снижение энергии вот именно в повседневной жизни, на какое-то даже, возможно, выгорание, когда вам захочется все-таки побыть наедине и уделить больше заботы себе самому. Далее, лечение — это, конечно же, наиболее вероятные даты, когда могут обостриться какие-то заболевания, понадобится медикаментозное лечение, либо кто-то будет обращаться за медицинской помощью, либо кто-то просто будет пить курс там, витаминов для профилактики. И тоже есть еще один потенциально сложный период. Вот здесь, возможно, какие-то стрессовые ситуации, которые повергнут вас в шок, и вот они будут происходить в вашей жизни. То есть это может на самом деле быть что угодно. От эмоциональных переживаний за какие-то события до, в прямом смысле, травматизации вашего тела в этот период. Да, и надо быть более аккуратными.
Но давайте перейдем теперь к теме карьеры и вашего социального статуса. То есть здесь речь идет не только о профессиональном статусе, и здесь может быть что угодно, да, какие оформления важных документов, получение там вида на жительство, а, гражданства, брака, развода, получения каких-то других достижений, которые влияют на ваш статус и репутацию в обществе. И, собственно, тоже у нас отмечено на слайде два периода. Благоприятное время для роста и процветания, когда можно чуть что и повышение попросить, либо устроиться на работу, либо запустить свой бизнес, оформлять какие-то важные документы, где-то себя регистрировать и так далее. Ну и, соответственно, второй раздел — это такие более напряженные периоды, когда внешние обстоятельства, либо люди, которые вас окружают, либо люди в каких-то структурах могут вставлять вам палки в колеса и мешать реализовывать желаемое, да, и в этот период могут происходить какие-то даже неожиданности, задержки, конфликты, увольнения, там, проверки, разводы, проблемы, выяснение отношений и так далее. То есть все идет сикой-снакось, и вот здесь вот надо быть абсолютно аккуратными, чтобы не потерять свое лицо и не испортить свою репутацию. Далее мы с вами переходим к еще одному важному слайду. Это, конечно же, у нас тема финансов. И, соответственно, деньги в нашем гороскопе, они не всегда напрямую зависят от занимаемой должности. И, соответственно, на слайде вы видите даты, которые указывают у нас на период и финансового роста и процветания. То есть это те моменты, когда у вас может появиться какой-то дополнительный доход. Причем он может появляться из абсолютно разных источников. Например, вы что-то выгодно продаете, либо кто-то вам возвращает деньги, либо вам повышают зарплату, либо там выпишут премию и так далее. Кто-то может найти подработку в этот период, да, кто-то может получить там выплаты по своим вложениям, инвестициям и так далее. А вот в разделе потери и траты вы видите даты, когда все-таки следует быть более внимательным к своим деньгам. Если у вас заранее запланированы какие-то крупные покупки, вложения денег куда-то, то это абсолютно нормально. То есть все будет так, как вы и планировали. Но если вы не планировали что-то покупать, куда-то вкладываться, то, конечно же, это будут спонтанные, возможно, даже не всегда приятные траты. И, возможно, там кому-то надо будет за что-то заплатить штраф, например, либо иным образом вы можете недополучить свои финансы в это время. Друзья, таким у нас с вами получился прогноз для козерогов на 2025 год. Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш персональный гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!